Кусочки крупные, они будут чувствоваться на зубок. Очень вкусный летний салат. Друзья, сегодня мы с вами приготовим самый вкусный летний салат. Давайте готовить. Для рецепта нам понадобится 2 свеклы. Я их отварила заранее. Теперь я их нарежу. Нарезать буду слайсами, не очень тонкими, но и не толстыми. Где-то 3-4 миллиметра. Вот такими полосочками я сейчас нарежу. Свеклу вы можете запечь в духовке, но можете отварить. Свеклу нарезайте тоненько и так старайтесь, чтобы она была целенькая и не ломалась. Затем мы ее будем смазывать сливочным сыром. Сыр любой может быть сливочный, Хохланд там, ну какие марки вам по душе. У меня сыр турецкий, так как я живу в Турции, другого нет. Для удобства на досточку я ложу стрейч-пленку, кусочек, и отрежу. Теперь беру свеклу и каждую свеклу я буду намазывать сыром. Вот эти вот полоски буду намазывать легенько так сыром и соединять. Старайтесь, чтобы срезы совпадали. И также следующий ряд мы берем сыр, намазываем его. Так мы все слои намазываем, потихонечку отделяем. Выкладываем сверху. Так, слегка прижимайте. Половинку мы намазали, пусть лежит, я ее положу вот так в стороночку немножко. Займусь второй половинкой. Мы намазали свеклу сыром. Теперь заворачиваем пленку и оставим в холодильнике на полчаса, чтобы сыр стабилизировался и хорошо схватилась свекла. Друзья, пока наша свекла стабилизируется в холодильнике, мы нарежем рукколу. Можно ее нарвать, но я нарежу. Размер вы можете более крупно, более мелко, ну как любите. Я средний, так где-то вот такие полоски, небольшие получаются. Я рукколу убрала в сторонку, теперь нарежу сыр. У меня такая вот интересная штучка, поэтому будет сыр фигурный. Вы можете нарезать произвольно. Вот такие фигурные кусочки у меня получаются. Сыр старайтесь брать, который вам нравится по вкусу. Можно твердый, можно полутвердый. Вот такие полоски. Теперь я их нарежу на маленькие, вот так, по диагональке. Ну, вы можете любой формат, как говорится, хоть кубиком, хоть полоской оставить. Можно нарезать более такой интересный, чтобы смотрелось более красиво. Сейчас мы его быстренько все нарежем. Теперь нарубим орехи. Полный рецепт я прикреплю в описании к видео. Кусочки такие старайтесь, чтобы крупненькие были, не совсем мелко, чтобы орешки чувствовались на зубок. Ну и последними нам нужно нарезать фрукты. У меня нектарин. Вы можете нарезать апельсин, если у вас есть. Ну, у меня нектарин. Турецкий, очень сладкий, очень вкусный. Режем на полоски. Сейчас я вам покажу, какой я толщины режу. Вот смотрите, вот такая где-то толщина. Где-то 0,4-0,5 миллиметра. Теперь нам нужно приготовить соус. Для этого я беру оливковое масло. Добавляю лимонный сок. Сюда же я наливаю соевый соус. Пару ложечек. Добавляю горчицы. У меня горчица очень острая, поэтому я чуть больше половины чайной ложки. Обязательно добавляем мед, пару столовых ложек, ну по вкусу. Кто 2, кто 3, как любит. 1 ложку меда я добавила, ну и сюда же вторую. Мед густой, поэтому сложновато его выливать. Добавляем чеснок. У меня зубчик небольшой, поэтому я добавлю еще один маленький. Так будет более ароматно. И все, теперь хорошо перемешаем. Добавляем немного острого чили. У меня соус где-то пол чайной ложки.
конечно, добавим соль по вкусу, чуть меньше, чем пол чайной ложки. Все хорошенько перемешаем. Наша заправка готова. Теперь выливаем на салат рукколу половинку, чуть больше. И все хорошенько перемешаем, чтобы все листики пропитались этим соусом. Очень ароматные. Я достала свеклу, которая стояла в холодильнике. Она стабилизировалась. Теперь я ее разрежу. Такие кусочки порционные. Сделаем вот так. Половинку. Красиво. Смотрите, какая она красивая. Какой разрез шикарный. И сделаем такими ромбиками, как бы на треугольничке. Такие кусочки получаются. Сейчас я все разрежу, чтобы было очень красиво и аппетитно. И на такие ромбики, треугольнички. Красота, да и только. Начнем сервировать наши блюда. Выкладываем весь салат. Он пропитался заправкой, очень ароматный. На салат мы выкладываем свеклу. Вот так красиво. Произведение искусства. Смотрите, какая. Я добавлю сыр. Сюда выложим очень красиво ромбиками. Для контраста и для вкуса. Для свежести салата я добавляю нектарин, кусочки крупные такие. Поливаем салат оставшейся заправкой, перемешаем ее хорошенько, чтобы попала заправка на все, и на фрукты, и на саму свеклу. И сверху мы добавим грецкий орех. Финальный штрих. Кусочки крупные, они будут чувствоваться на зубок. Очень вкусный летний салат. Друзья, вот такой аппетитный и прекрасный салат мы с вами приготовили. Он не только вкусный, но и радует глаз. Посмотрите, какая красота. Друзья, кому понравилось мое видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь с друзьями. И еще, друзья, кому нравится Турция так же, как и мне, я приглашаю вас на мой второй канал. Называется он с Верой Мерсини, где я рассказываю о своей жизни, о Турции, что я делаю, что вижу, я обязательно делюсь с вами. Приходите на мой канал, ссылочка будет закреплена в описании к видео. На сегодня же всем пока-пока, до следующей встречи в новых видео.